В эфире «Постметро» новая лингвистическая рубрика «Образ слова». Меня зовут Евгений Матусов, и я обожаю разные языки. Моя профессия неразрывно связана с компьютерной лингвистикой. А в свободное от работы время мне особенно нравится выяснять происхождение или этимологию слов. И особенно на тех языках, на которых я говорю свободно. Это русский, английский и немецкий. Эта рубрика напрямую с транспортной темой связана не будет, хотя не исключаю, что мы обратим внимание на слова, используемые в метро и на другом транспорте. Сегодня же речь пойдет о том, что в последние коронные месяцы всех так заботит. Это здоровье. «Я здоров». Что это значит? В древнерусском языке слово «здоров» писали вот так – «сдоров» с приставкой «с». В старославянском языке вот так – «здрав». Давайте теперь отделим приставку, сделав из нее предлог. Оставшееся существительное «даров», «драв» ничего вам не напоминает? Конечно же, это то же самое, что и древ, и дерев, и старославянское «дорва», то есть «дерево». Получается, что здоровый человек – это человек крепкий, как дерево. Кстати, в английском языке слово tree почти что дрее, от той же основы. И дерево это восходит корнями к глаголу драть или tear по-английски, церен по-немецки. Что ж, логично, я здоров, чего скрывать, кого хошь могу задрать. Но лучше не будем об этом. В переводе на немецкий здоровый gesund. Согласно этимологическим словарям, gesund – это видоизмененное слово geschwind из южно-немецкого диалекта. А geschwind – это быстрый, юркий, скорый. То есть здоровый человек не только силен, как дерево, но и двигается шустро, а не лежит в постели бревном. Кстати, о бревне. По-немецки дерево – это baum. Слово это имеет общий корень с английским словом beam, который в своем более старом значении, чем луч, обозначает еще как раз бревно или балку. Этимологи выдвигают версию, что произошел этот корень от древненемецкого bauen и его более древних предков, то есть строить, выращивать, творить. А bauen родилось от самого главного глагола to be или быть, в смысле либо to be, и ты растешь себе здоровым деревом, либо not to be. По-английски же здоровый, как известно, healthy. Произошло это слово от протогерманского слова «heiler» в значении «невредимый». И да, «heil», сами знаете кому, это пожелание здоровья. Ну а «heiler» это в свою очередь произошла от восстановленного индоевропейского корня «kailo», от которого также произошла и старославянская форма «цело». Замена «к» на «ц» вообще была свойственна при переходе индоевропейских и более поздних латинских корней в славянские языки. То есть «healthy» означает и целый, и невредимый, и является условным кузеном слову «whole», которое пишется с буквой W с 15 века. Получается, что «целый» и «whole» не только одно и то же, но и слова с общим корнем предком. Кстати, по-немецки могут сказать не просто gesund, но и kerngesund. Такой человек не просто здоровый, внутри него ядро, kern, целое и крепкое. Все ему нипочем. Он опять-таки как дерево с крепким корнем. Ведь слово kern и корень, простите за тавтологию, исторически однокоренные. Впрочем, как и ядрышко или косточка kern на немецком и зерно на русском. В зерно это ядрышко превратилось также через фонетическую мутацию звука «к» в «ц», а потом и в «з». А «ц» тоже осталось. Вспомните знаменитый ЦЕРН. Это, конечно, аббревиатура Центра ядерных исследований на границе Франции и Швейцарии, но, думаю, она появилась неспроста. Ведь здесь именно керны-ядрышки, атомы и другие частицы сталкиваются в адронном коллайдере, который представляет из себя длинный замкнутый туннель, построенный проходческими щитами так же, как строится тоннель метро. Вот мы все-таки и закольцевали наш первый выпуск рубрики «Образ слова» на метрополитен.
Постметро и дальше будет играть словами, поэтому скорее подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И будьте деревьями, то есть будьте здоровы.